Приветствую всех на канале, я Наталья, и сегодня у нас с вами завершающий урок по плетению сумочки. Конечно, она еще не закончена. Здесь будет подкладка, вот такая красивая ткань будет, и здесь такой мешочек, как обычно в этих сумках делают. Но это уже в следующем уроке. Если вам интересно, оставайтесь со мной и приступим. Продолжение урока, и сейчас будем плести боковинки. Начинать можно в любом удобном для вас месте. Берем, одеваем леску один край на одну из выступающих бусин, и именно здесь у нас будет начало. Выравниваем леску, чтобы оба края у нас были одинаковые. Вот мои две лески, и мы помним, что новый ряд мы всегда начинаем 3 бусины на одну леску. Поэтому я беру, мне удобнее, на правую леску, одеваю 3 бусины, вот они, и в последнюю сразу делаю петлю и протаскиваю все на начало своего плетения, и сразу перехватываю вторую леску. Вот леска у меня в петле. И поворачиваю, показываю вам, что же получилось. Вот я затягиваю и затягиваю узелок в середину. И вот вы видите, у меня очередной крестик из 4 бусин. Нижняя леска, вот она у нас, как всегда, идет по ходу плетения. Переходим каждую нижнюю бусину, а на верхнюю теперь мы уже будем набирать по 2 бусины. Вот это у меня нижняя леска. Сейчас вот я ее перетаскиваю через нижнюю бусину. Так, зацепилась она у меня. Вот, я ее перетащила. Пока что тут еще все вот так двигается, но по ходу плетения мы сейчас все закрепим, и все будет хорошо. Теперь у нас получается 1-2 бусины. Значит, на правую леску одеваем всего лишь 2 бусины, так как крестик у нас состоит из 4 бусин. Одеваю 2 бусины, снова делаю петлю в последнюю бусину, перетаскиваю и захватываю вторую леску и затягиваю. Вот у меня второй крестик. Снова нижнюю вот эту леску перетаскиваем через бусину. Так, сейчас я найду конец лески. Вот, через нижнюю бусину, через одну. И получается опять у нас 2 бусины есть, и на верхнюю леску еще 2 бусины. И таким образом мы плетем боковинки. Это будет первый ряд. Здесь можно регулировать высоту. Так, зацепилась за вторую. Высоту, я имею в виду, больше отверстия будет или меньше у вас. У меня это будет с этой стороны 14 свободных бусин. Сейчас покажу, как это смотрится на второй части. Вот, я начала плести вторую часть. Вот здесь у меня получается 14 свободных вот этих бусин по уголкам вот этим считаем. И здесь у меня будет сама сумочка. И я продолжаю плести. Здесь также нижнюю часть через нижнюю леску через бусину, и снова 2 бусины на верхнюю петлю и перетаскиваем. И продолжаем плести. Оставляем 14 бусин. Здесь у меня 15 бусин осталось свободных. Вот это вот последняя бусина, чтобы перейти на следующий ряд. И как мы помним, чтобы переходить на следующий ряд, мы берем нижнюю леску и набираем 2 бусины. В эту же бусину, в последнюю, делаем петлю. И теперь перетаскиваем уже верхнюю леску и затягиваем. Мы перешли на следующий ряд. Леска у нас в правильном положении. И начинаем плести второй ряд. И как мы помним, новый ряд начинаем снова. У нас идет 3 бусины. Вот на крайнюю леску мы набираем 3 бусины.
у меня будет с каждой стороны сплетено по 2 ряда, и один ряд между ними я еще будет соединительный. Вот я беру 3 бусины, в последнюю делаю петлю, сразу перетаскиваю все и перехватываю леску. И мы перешли на следующий ряд. Вот леска у нас снова в правильном положении. Теперь нижнюю леску перетаскиваем через бусину нижнего ряда и продолжаем плести. Все так же, как и плели до этого. Так, вот я перетаскиваю леску через одну бусину. Снова набираем на верхнюю леску 2 бусины и продолжаем плетение. И так плетем второй ряд. Плетем самостоятельно. Я сплела 2 части и сейчас будем соединять. И нам также надо вплести фурнитуру. Вот у меня здесь леска от одной части. И что я делаю? Для начала на верхнюю леску я одеваю фурнитуру. Вот она. Затем одеваю недостающую бусину сверху. Вот она есть. Теперь через вторую часть, вот первая бусина, провожу леску. Так, не могу попасть. Вот, попала. Одеваю еще одну бусину. Так как у нас 2 бусины есть, вот нам надо недостающую бусину. И теперь снова через вот это колечко, полуколечко. Вот сюда. Так, сейчас затяну чуть-чуть и покажу вам, что же у меня здесь получилось. Так, надо удержать все. Вот наше колечко. 1 бусина, 2, 3 и 4. И теперь назад нам надо сделать петлю. Вот в эту последнюю бусину. Так, я беру назад, прохожу через колечко и делаю петлю. Так, вот моя петля. Так, тут все не удержать. Обычно, когда не на камеру, то все удобно. Вот моя петля. И продеваю леску. Так, сейчас я тут придерживаю еще зубами, чтобы вот затянуть и показать вам, что же здесь получается. Вот вы видите, у меня 1, 2, 3, 4 получается. И колечко будет одето между ними. Теперь я беру и затягиваю узелок вовнутрь. И вот у меня, вы видите, соединилась одна часть. Теперь я вот леску через вот эту бусину и через вот эту бусину. И нам остается добавить 1 бусину. Так, сейчас затяну еще покрепче. Вот так. Переверну, чтобы мне было удобнее с этой стороны. Вот следующая бусина идет сюда. Леску перетащила. И леску перетаскиваю вот сюда. Вот. И получается у нас теперь 3 бусины есть. Вот они. 1,
Раз, два, три. Нам не достает одной бусины. И здесь уже кому как удобнее. На какую из лесок, на правую или на левую, кому как удобно. У меня все падает. Но я сейчас возьму, одену на любую леску. Вот на вот эту бусину. Сделаю петлю и продолжу плетение. Вот моя бусина. Сразу делаю петлю. Так, чтобы вам показать. И перетаскиваю вот эту леску. И также все затягиваем. Узелок в середину. Вот. И вот вы видите, у нас колечко остается вплетенным. Вот оно. Так, сейчас затяну. Все шевелится, все нестабильно. Теперь снова мы леску через 2 бусины. Снова добавляем 1 бусину. Вот наша вплетенная заготовка. Так, достаю. Надеюсь, вам все видно, потому что я ничего не вижу, что я тут делаю. Так, одну я перетащила. Теперь вторую. Вот сюда. Вот. И также продолжаем на любую из лесок. Так, будет стоять, не будет. Вот, стоит на любую из лесок. Снова одеваем бусину. И затягиваем. И узелок в середину. И вот вы видите, у нас соединяется сумка. Снова. Так, сейчас попробую вот так. Через следующую. Так, вторую леску. Через бусину. Что у нас здесь зацепилось? Где-то что-то. Вот снова у нас получается 1 бусины не хватает. На любую из лесок, на которую вам удобно. Так, ну, будет она стоять? Не стоит. Не хочет стоять. Все пока такое. Так. Вот я делала на предыдущей, на другую леску. Сейчас специально одела на вот эту, чтобы вам было понятно. Что можно делать с любой стороны, с которой вам удобно. И затягиваем. И вот так у нас, здесь у нас будет зацеплен ремешок. И вот у нас она держится на 2 вот бусинах. И продолжаем плетение. Вот сумка у нас соединяется. Это один из вариантов крепления, когда у нас постоянно ремешок находится здесь. Сейчас покажу другой вариант. Для этого мне надо снова расплести все, чтобы показать вам другой вариант. И вот сейчас я это сделаю и покажу вам чуть-чуть другой вариант, когда у нас вот эта вот заготовочка, полукруг, будет в середине. Вот я сейчас все разверну и вернусь к вам. Второй вариант, когда у нас она будет вот в середине и крепиться будет только вот здесь. Вот сама заготовочка вот эта не будет болтаться. Поэтому я беру на леску, где у меня вот остался кусочек, с которой мы работали, верхнюю леску, одеваю 1 бусину. Вот она здесь. Затем я на второй стороне продеваю через вот эту бусину. Так, не могу пройти. Вот, прошла. Теперь одеваю еще 1 бусину. Вот она. Сразу делаю петлю. Опускаю петлю вот сюда. Так, как бы мне поднять, чтобы вам все показать. И
теперь вот именно в эту петлю, не наверху, а именно в эту петлю, извините, так, случайно, так, одеваю вот эту вот заготовочку. Так, сейчас одела. И у нас она будет одета не в первую бусину, а во вторую. И теперь протаскиваю через леску. Так, сейчас все затяну и покажу, что здесь получится. Вот она у нас сейчас внутри. И крепить мы, чтобы она не болталась, будем уже в следующем квадратике. Вот я затянула. Вы видите. Теперь мы леску протаскиваем через вот эту сторону, через вот эту сторону. На любую из лесок одеваем еще одну бусину. И вот эту петлю, которую мы будем пропускать через колечко. Этот вариант мне нравится больше. Так, сейчас я вам покажу. Вот я пропускаю здесь леску. Так, что там зацепилось где? Так, вторую леску со второй стороны пропускаю. Так, где у меня конец? Вот он. Входы идут и зубы, и все. Так, пропускаю второй. Вот. И теперь на одну из лесок одеваю бусину. На любую, на которую вам удобно. Я возьму вот эту. Делаю обратно петлю. Вот моя петля. Затягиваю. Неудобно, конечно, все это держать. И теперь эту же петлю пропускаю через колечко. Вот мое колечко. И перехватываю вторую леску. И сейчас покажу вам, что же у меня получилось, когда я все затяну. Так, что-то запуталось у меня здесь. Ага, вот, все. И затягиваю. И вот вы видите, мое колечко оказалось внутри. И вот за эту сторону у нас крепится ремешок. Колечко у нас в середине. Вот теперь леску снова через вот эту бусину, вторую леску через эту бусину. И будем добавлять недостающую бусину сюда. Так, вот. Стоит. Ой-ой-ой. Так, вот. Проходим леской с одной стороны. Потом со второй стороны мы просто добавляем бусины недостающие. Так как у нас уже есть по 2 бусины, вот верхнюю и нижнюю бусину мы добавляем. Здесь на любую из лесок, которая вам удобна. Так, затяну посильнее. Вот, ну вот, все это убегает. Вот на любую леску. Я снова беру бусину, одеваю, делаю петлю, так, и протаскиваю вторую леску. И теперь затягиваем узелок вовнутрь. Вот. И так мы продолжаем плетение. Снова через вот эти бусины и добавляем недостающую одну бусину. Ничего сложного. Немножко приноровиться, и все получится. Когда это снимается не на камеру, тут можно прижимать все к себе, и тогда все лучше держится. Сейчас, конечно, вот пытаюсь вам все показать, и все у меня тут двигается не совсем удобно. Снова беру следующую бусину, делаю петлю, затягиваю ее
ближе к плетению и перетаскиваю вторую леску. Вот моя вторая леска. И затягиваю узелок вовнутрь. Вот вы видите, сумочка у нас соединяется. И крепление, вот оно у нас, оно в середине, не болтается. И продолжаем плетение. Я уже прикрепила одну ручку и сейчас покажу, как это сделать со второй ручкой. Я купила ручки, они у меня получается 12,5 сантиметров в диаметре. И сейчас приступлю, покажу подробно, как присоединить. Высоту ручки можно располагать по-разному, но я покажу свой вариант. Вот у меня вот так ручка, две ручки будут держаться. И покажу вариант, где ручка крепко держится, а не болтается. И вы помните, у нас здесь оставалось 14 свободных бусин. Я отсчитываю вот от края 1, 2, 3, 4 и на 5-ю закрепляю леску. Я взяла примерно 60 сантиметров лески, чтобы мне на всякий случай так хватило с одной стороны и со второй стороны. 1, 2, 3, 4. На 5-ю я креплю леску на вот эту выпуклую бусину. И размещаю леску, чтобы примерно одинаковое расстояние. Вот эти 1, 2, 3, 4, 5, 6 бусин, между ними у меня вот так будет располагаться ручка. Возьму несколько иголок, чтобы закрепить, чтобы вам было видно, где именно ручка будет располагаться. Я обычно не соединяю так, ну вот, вы видите, здесь и вот здесь у нас. Что мы делаем дальше? На каждую из лесок мы одеваем, на одну одеваем одну бусину, здесь у нас одна есть, нам нужно сделать крестик. На одну одеваем одну бусину и на вторую леску одеваем 2 бусины. Нам нужно сделать как бы квадратик с каждой стороны. Сейчас мы будем делать боковой квадратик, затем вот параллельный вот такой квадратик и еще одна боковинка. Вот мои бусы. Так, неправильно одела с этой стороны, мне удобнее. Так, на одной части будет 1 бусина, на другой части 2 бусины. Вот, одна у нас есть, одна здесь и 2 здесь. И на этой леске, где у нас 2 бусины, я делаю петлю. Вот моя петля и перетаскиваю так вторую бусину. Вот у нас одна здесь есть, 2, 3, 4. И у нас есть боковой квадратик. И затягиваем в середину. Вот боковой квадратик у нас появился. Так, я сразу сделаю вторую, чтобы у меня держалась ручка. Вот я беру на левую леску 1 бусину и на правую 2 бусины. Обычно я сразу 2 и делаю. Делаю петлю и перетаскиваю вторую леску. Вот. Теперь у меня есть боковые вот эти боковые квадратики. Что я делаю дальше? Теперь нам надо сделать верхний квадратик. Один у нас есть, 1 бусина. Теперь снова на одну леску я одеваю 1 бусину. И на вторую, мне на правую удобнее, одеваю 2 бусины. 1, 2. И во вторую делаю петлю. И теперь перетаскиваю первую леску через петлю и затягиваю. Вот у нас как бы он вверх, но мы его вот так повернем. Сначала я затягиваю, есть. И вот что у меня получилось. Теперь у нас боковой квадратик есть, верхний квадратик есть. И теперь мне надо сделать вот этот с этой стороны квадрат. Получается у нас с одной стороны мне добавить бусину и с другой стороны. И прикрепим на вот эту нижнюю бусину. И тут есть один нюанс. Если мы просто сейчас начнем одевать бусины, перетянем, то вот эта ручка у нас будет болтаться.
Что мы делаем? Мы на левую леску одеваем бусину, вот она, и теперь перетаскиваем леску через вот ручку, под низ ручки. И вот наша бусина остается здесь. На правую леску мы также одеваем бусину, и я сразу делаю петлю. Так, вот петля есть, вот моя петля. И отложу чуть-чуть. Теперь вот эта бусина у нас есть здесь, и у нас получается 1, 2, 3. И вот эта 4-я бусина основания нам надо перетащить через основание леску. Так, сейчас попробую подлезть. Мне немножко неудобно, так как я здесь зацепила, чтобы вам все показать. Но сейчас залезу, все попробую. Вот это нижняя бусина основания. Так, сейчас возьму вот так пинцет и протолкну. Так, одно дело показывать, другое дело как бы на камеру, и другое дело работать. Вот моя леска. Так, я ее протаскиваю и беру вот эту петлю и протаскиваю вот эту леску. И теперь можно затягивать. Вот у меня эта петля, и теперь я затягиваю узелок в середину. Вот что у меня получилось. У меня есть боковой крестик, у меня есть верхний крестик и нижний крестик. Я сейчас сделаю вторую сторону и вернусь к вам. Хотя покажу вам и вторую сторону, чтобы было более ясно. Так, чуть-чуть обрежу, слишком длинная. Боковой крестик у меня есть. Теперь на одну леску одеваем, вот на левую я одеваю одну бусину. И на правую у меня будет 2 бусины. И во вторую сразу делаю петлю. Это чтобы было более ясно, поэтому я решила снять второй раз. Вот. Теперь затягиваю узелок в середину. И здесь у нас будет вот так повернуто. Теперь на правую леску одеваем бусину. Вот она. Пропускаем леску через вот эту ручку, через низ. Пропускаем через нижнюю бусину, вот которая у нас будет через основание. Здесь надо помочь пинцетом, потому что очень трудно подлезть. Так, сейчас. Вот, так, я сниму иголочки, иначе мне совсем неудобно подлезать. Вот, через вот эту. Наверное, изначально лучше делать ручки, а потом уже соединять 2 части половинок. Но у меня не было ручек, поэтому я сделала так. Вот, я просунула через нижнюю часть, вытаскиваю леску, одеваю теперь уже на левую леску еще одну бусину, делаю петлю. Вот моя петля, и протаскиваю вот эту леску. И все затягиваю. Вот таким образом. Теперь у нас все закреплено. И чтобы заправить леску, нам надо пройтись как бы назад. Ход назад. Вот мы снова проходим через нижнюю бусину. Через низ вот сюда. Через вот эту бусину нам надо пройти назад, чтобы лески у нас вот здесь встретились. Да, сложновато, но все реально сделать. И несколько раз нам надо все это дело закрепить. Я делаю 3-4 узелка. Так, вот, прошла. Теперь сюда, и чтобы мои лески встретились. Вот они встретились. И теперь мне надо снова сделать петлю. Или одну сверху, другую снизу. Вот таким образом. Так, назад.
Вот, и обычно я проворачиваю еще один раз через эту петлю, чтобы у меня получилось 2 узелка. И затаскиваю. Тут будет так трудно идет. Все, затащила. Теперь перехожу через вот эти, чтобы встретились у меня лески в следующей бусине. Вот, снова прохожу через бусину. Делаю петлю. Так, как у меня вот так будет. Вот эта леска получается у меня снизу, это сверху. И я возвращаюсь назад. У меня уже получилась петля. Я еще раз пропускаю ее. Получилось там 2 узелка. И затаскиваю. Это будет сложнее затянуть, чем простой узелок, но зато лучше держится. Теперь надо пройти через вот эти бусины, и чтобы бусины лески встретились вот здесь. Так, вот я прохожу через одну, через другую. Не надо лениться и делать только 1 или 2 узелка. Лучше сделать 3-4, и зато вы будете уверены, что у вас ничего нигде не разойдется. Прохожу теперь через 4-ю бусину. Так, вот она, леска у меня здесь. И теперь делаю обратный ход, чтобы снова затянуть. Так, моя леска вышла через 2 бусины. Вот, снова затягиваю узелок в середину и еще раз пройдусь вот здесь. Здесь уже по ходу плетения, как у вас получается. Главное, больше вот этих узелков сделать, чтобы у нас ничего не распустилось. Снова прохожу вот сюда. Может быть, это кажется непонятным, но когда вы сами начнете плести, вы уже увидите, как у вас... Так, это сверху и назад. Так, трудно пройти. Вот она. Так, и здесь я еще раз пройдусь вот так леской. И теперь все это затягиваю. Вот так. Все, внутрь я затянула, все держится. И теперь можно подрезать лишнюю леску. Вот ручки у нас закреплены. Ну что ж, теперь снимаю защитную пленку и посмотрим, что же получилось. Так, неудобно теперь вовнутрь. Так. И внутреннюю. Так. Подлезть трудно, но возможно. Ну что ж, вот моя сумочка. Что получилось? Пока что жду цепочки, но скоро они придут. Посмотрите, какая красота. И, конечно, здесь еще будет подкладка. Мне очень нравится полученный результат. Даже будет жалко все это распустить. А на сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился, был полезен, и вы узнали что-то новое. Если вам нравится, не забывайте поставить пальчик вверх. Я очень редко об этом прошу, но сегодня очень хочется. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.